Приветствую всех интересующихся компьютерной вышивкой, а также случайно зашедших на этот канал. Вы когда-нибудь видели, как работают вышивальные машины? Ну так вот, смотрите. Это очень интересное зрелище. Надеюсь, сумею вас увлечь этим удивительным искусством. Перед вами моя небольшая студия компьютерной вышивки, в которой я работаю каждый день уже в течение 18 лет. Этот бизнес я создавала сама, начиная с одной единственной машины Brother PR600. Затем, через полгода, прикупила вторую, такую же, немножко усовершенствованную, Brother PR650. Но жизнь показала, что и этих двух машин мне маловато для быстрого удовлетворения растущего спроса. Ведь заказчики, которые платят деньги, часто хотят получить свой заказ практически на следующий день. В течение следующих 3 лет купила еще 4 промышленных вышивальных машины. Одновременно я постигала искусство программирования вышивки. Не скрою, это было тяжело. Ведь в далеком 2008 году интернет-информации в этой сфере было очень мало. Практически ее не было. Приходилось все добывать по крупицам, а чаще все постигать своими усилиями. Скажу честно, чтобы освоить программирование и делать это классно, этим надо заболеть. Вот и болею до сих пор. Компьютерная вышивка у нас очень востребована. Брендируются все – кафе, рестораны, общественные организации, банки, торговые и строительные компании, также силовики. Поэтому работы хватает, только успевай. Здесь я показываю свой рабочий день. Скучать не приходится. От компьютера к машинам. Каждую надо заправить нужными катушками, загрузить программу, задать соответствующие иглы. Затем отшиваю пробный дизайн, поправляю программу, если что-то пошло не так, снова отшиваю, а затем уже ставлю основную партию. Пока подготовишь все машины, обкатаешь программу, уже и полдня нету. А потом, когда уже вышивка запущена, слежу за процессом, меняю шпульки, устраняю обрывы нитей. Если все идет гладко, то сажусь за компьютер и делаю следующие дизайны. Первый этап для вышивки – это создание программы. Обычную картинку нельзя просто загрузить в вышивальную машину. Сначала ее необходимо оцифровать в специальной программе, где задаются все параметры будущей вышивки. Виды стежков, плотность, наклоны стежков. В первую очередь надо воссоздать в стежках сам дизайн, повторяя все его мелкие детали. Если исходное изображение качественное, то программа легко справляется с этим автоматически. А если не очень, то приходится это делать вручную. Обрисовывать каждый элемент дизайна и заливать его стежками разных типов. Затем этим стежкам надо задать цвета, плотность, наклоны, повороты, закрепки и обрезки. После подготовки программы я подбираю материалы, ткань, стабилизаторы, нитки нужных оттенков. Затем натягиваю ткань в рамку и загружаю файл в вышивальную машину. Когда машина начинает работать, начинается самый интересный процесс. Иглы движутся с высокой скоростью, выполняя 1000 стежков в минуту. Постепенно на ткани появляется рисунок, который еще недавно был только изображением на экране компьютера. И на это можно смотреть вечно, как на горящий огонь или текущую воду. Современные вышивальные машины позволяют создавать очень сложные и детализированные изображения. Они очень точно повторяют каждый элемент дизайна и обеспечивают высокое качество и долговечность готового изделия. После завершения вышивки изделия проходят финальную обработку. Я удаляю лишний стабилизатор, дополнительно проклеиваю для плотности,
обрезаю технические нитки, обрабатываю край, чтобы он не сатался, проверяю качество каждого элемента, и только после этого заказ считается готовым. На военные шевроны также нашивается липучка. Мне нравится эта работа, потому что она объединяет творчество, современные технологии и точность производства. Особенно приятно видеть, как из обычного цифрового макета появляется настоящая вышитая эмблема или шеврон, который будет служить человеку очень долго. А вам спасибо, что посетили канал. Подписывайтесь, комментируйте, обсуждайте. Рада буду ответить на все ваши вопросы.